Игровая механическая клавиатура Motospeed CK108 на черных переключателях была приобретена мной в августе, чтобы быть во всеоружии к выходу игры Cyberpunk, но, как вы знаете, релиз состоялся только лишь в декабре. В этом видео расскажу об особенностях клавиатуры и черных переключателей спустя 6 месяцев использования, а также о разных режимах подсветки и посмотрим качество платы клавиатуры, рассмотрим программное обеспечение, протестируем макрокоманды и многое другое. Ссылку на данную клавиатуру вы найдете в описании под видео. Клавиатура поставляется в картонной коробке. На упаковке изображена клавиатура с описанием ее особенностей. Внутри ключ для извлечения кейкапов кладут дополнительно, подставка под запястье, надежно защищенная клавиатура в мягком пакете, гарантийный талон и инструкция. Внешний стиль модели впечатляет. Клавиатура выглядит намного дороже, чем стоит. Компактные размеры позволяют разместить ее на любом рабочем или игровом месте. У меня не так много места, но она хорошо вписалась. Несъемный кабель длиной 1,6 метров с ферритовым кольцом рядом с USB-штекером. Клавиатура имеет безрамочный корпус, известный также как скелетон. Верхняя панель клавиатуры Motospeed CK108 выполнена из шлифованного алюминия. Это выглядит очень стильно, лучше, чем просто пластик. Переключатели установлены прямо на металлическую основу, а снаружи у клавиатуры отсутствует какое-либо покрытие. Такие клавиатуры куда проще в чистке и уходе, а еще у них более рассеянная, насыщенная воздушная подсветка. Клавиатура соответствует стандарту PCI-IT, то есть имеет 104 клавиши, расположенные согласно раскладке QWERTY. Кейкапы изготовлены с применением технологии двойного литья Double Shot. Сначала отливается надпись, потом она перемещается в другую пресс-форму и отливается остальная клавиша. У таких кейкапов высокий запас прочности, и они способны выдерживать большие нагрузки в процессе ежедневного использования и сохранить при этом свой изначальный вид. Верхний ряд функциональных клавиш отделен от основных, что не будет провоцировать случайное нажатие во время игры. На клавиатуре нет нагромождения лишних кнопок. Все системные и мультимедийные функции совмещаются с клавишами от F1 до F12 и активируются зажатой клавишей модификатор FN. Разобраться будет несложно, каждая кнопка промаркирована. Справа в углу имеется логотип Motospeed. Чуть ниже 4 индикатора режимов. Первые два всем известные: Caps Lock и Num Lock. Далее Scroll Lock. Это режим блокировки прокрутки. Используется, например, в Excel. Мне это было не нужно, и с помощью программы настроил данную индикацию по-другому. Теперь при выборе русской раскладки индикатор горит. При смене на английский язык индикатор тухнет. Ссылка на прогу в описании под видео. Ставь лайк и пользуйся. Последний индикатор сигнализирует о включении игрового режима. То есть, нажав FN плюс Win, блокируется клавиша Win, которая не позволит свернуть вашу игру в самый неподходящий момент. У меня версия клавиатуры с нанесенными русскими символами. Светиться они не будут, даже если сделать лазерную гравировку, так как кейкапы выполнены по технологии Double Shot. Нижняя панель клавиатуры сделана из пластика хорошего качества, со складывающимися ножками и резиновыми вставками, которые хорошо фиксируют клавиатуру на столе. Дизайн панели для запястья простой и материал приятный на ощупь. Также имеются резиновые вставки. Эта панель крепко фиксируется и легко демонтируется. Вес клавиатуры чуть больше килограмма. В клавиатуре CK108 стоят черные переключатели Autemu, которые считаются одними из лучших аналогов Cherry MX Black. Autemu Black – лучшие переключатели для игр. Они линейные, не имеют тактильные ощущения. Сила нажатия 60 грамм до момента срабатывания. Ход клавиши 2 мм до срабатывания и 4 мм до упора. Точка срабатывания клавиши и точка, в которой клавиша возвращается в исходное положение, находятся на одном уровне, что позволяет с легкостью нажимать одну клавишу несколько раз. Это поможет быть чуточку быстрее в играх, где требуется часто и быстро нажимать на одни и те же клавиши. Игровые клавиатуры с этими переключателями позволяют добиваться высоких результатов на соревнованиях международного уровня. При наборе текста упругость кнопок не вызывает дискомфорта. Заявленный срок службы черного переключателя 80 тысяч часов или 50 миллионов нажатий. А теперь немного тайпинга. Здесь же хочу добавить, что механическая клавиатура как конструктор. Сломались или надоели черные переключатели, можно сменить на коричневые, синие или красные переключатели этого же производителя. Также вы можете подобрать любые кейкапы, стилизованные под различные игры. Ссылки на переключатели и кейкапы оставлю в описании под видео. Чтобы уж точно удостовериться в качестве CK108, разберем ее. Для этого снимем несколько кейкапов и открутим 19 винтов. Для уменьшения вибрации и глушения звука имеется поролоновая прокладка.
За обработкой сигнала с клавиш, сохранением настроек и управлением RGB подсветкой отвечает вот этот микроконтроллер Vision. Токопроводящие дорожки на текстолите выполнены качественно, компоненты микросхемы припоены надежно. Все это свидетельствует о стремлении Motospeed выпускать устройства хорошего качества. Разъем клавиатуры очень надежно закреплен, кабель прикреплен к нижней части корпуса и подключается к плате с помощью разъема. Светодиоды на клавиатуре SMD, они имеют более длительный срок службы, чем обычные светодиоды. Подсветка у клавиатуры Motospeed CK108 просто шикарная, яркая и равномерная на всех клавишах. За счет приподнятых кнопок свет распространяется ореолом вокруг каждой кнопки, что выглядит невероятно эффектно. В памяти клавиатуры находятся 18 стандартных эффектов, по 3 на каждой из 6 клавиш, от M1 до M6. Все режимы переключаются с помощью зажатой клавишей FN. Нажимаем M1. Цвет подсветки плавно меняется. Затухающая подсветка. Статичная подсветка. M2. Облачная вспышка при нажатии. Нажатая клавиша просто подсвечивается и плавно затухает. Вспышка в пределах одной строки, где была нажата клавиша. M3. Волна. Взрывающийся в центре сгусток. Дождь. M4. Плавный пролет от одного короткого края до противоположного. Пульсирующий пролет. Круговое вращение по клавиатуре. M5. Каждая клавиша меняет свой цвет плавно. Хаотичная подсветка клавиш. Построчное плавное изменение цвета. M6. Блуждающий сгусток. Статичная подсветка. Плавное RGB изменение цвета из центра. Также стрелками вверх или вниз можно регулировать яркость. Всего 5 уровней подсветки. Стрелка вправо переключает цвет подсветки. Стрелка влево меняет направление движения эффектов. С помощью кнопки плюс или минус регулируется скорость визуализации эффекта. Зажав FN плюс тильду, включается полезный режим для подсветки игрового сектора. Без ПО можно настроить подсветку любых клавиш с выбором цвета. Для этого снова нажимаем FN плюс тильда. Клавиша тильда замигает выбранным цветом. Для смены цвета подсветки зажимаем FN и стрелку вправо. Всего 8 цветов. Теперь выбираем клавишу для подсветки. Чтобы убрать подсветку с определенной клавиши, выбираем режим, когда тильда не светится, и отключаем свечение кнопки. Для сохранения снова нажимаем FN плюс тильда. Я считаю, что это очень полезная и удобная функция и может применяться не только для игр, но и для программ. Все эти настройки сохраняются в самой клавиатуре, и это очень удобно. Все комбинации и сочетания клавиш оставлю в описании под видео. Для более гибкой настройки цветовой схемы клавиатуры и для создания макрокоманд, которые помогут автоматизировать сложные и рутинные нажатия в игре, понадобится специальная программа. Ее можно скачать на официальном сайте. Она достаточно простая и никаких проблем с использованием у вас не должно возникнуть. Все настройки выполняются из одного окна и разбиты по группам. Нажав на одну из кнопок на фото клавиатуры, появляется всплывающее окно, где можно переназначить кнопки. Настроить макрокоманды, пишем имя макро, нажимаем запись и клацаем необходимые кнопки. Далее можно изменить последовательность и интервал срабатывания. Теперь, нажав эту кнопку в игре или в любой другой программе, сработает макрокоманда. В последнем пункте задаются мультимедийные действия из списка для любой выбранной клавиши. Все это можно сохранить в 3 различных профиля. Ниже расположена опция смены частоты опроса клавиатуры, можно выставить 1000 Гц. При включении пункта Light на выбор предоставляется один из стандартных 18 эффектов для клавиатуры и возможность сделать индивидуальную настройку подсветки кнопок любым из 16 миллионов цветов. А также выбрать один из готовых пресетов подсветки под 4 типа игр. Это FPS, MMO, MOBA, RTS. И при необходимости настроить под себя.
Спустя 6 месяцев эксплуатации этой клавиатуры могу с уверенностью сказать, что черные переключатели отлично подходят для игр. Они чуть туже нажимаются, чем красные, зато исключают ложное срабатывание. Синие, тактильные, не стал брать из-за громкого щелчка. Такой звук не всем по душе, хотя на них комфортно и приятно набирать большой объем текстов. Черные переключатели в этом плане, как показала практика, универсальные. Играть и печатать комфортно и удобно. Но все-таки основное предназначение этой клавиатуры – игры. Об этом говорит и наличие встроенного игрового чипа с частотой обработки 1000 Гц и неограниченного количества одновременных нажатий клавиш, без конфликта срабатывания. Играть на этой клавиатуре после мембраны одно удовольствие, в шутерах привыкание моментальное. Также ради эксперимента заказал разные переключатели Cherry MX и разные кейкапы. Давайте наберем 1000 лайков, и я запишу об этом отдельное видео. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и удачных покупок!